Каждое лето обещают десятки премьер, и большинство из них забудутся через неделю после первого трейлера. Я отбирал здесь не просто громкие названия, а проекты с конкретной причиной ждать. Режиссер, каст, форма, риск или масштаб замысла, который выделяет события среди очередных релизов. Рейтингов здесь нет, их попросту не существует, потому что почти все фильмы еще не вышли. Вместо оценок — сила авторов, жанровая дерзость и тот потенциал, который заставляет следить за новостями задолго до премьеры. 10 фильмов с конца мая по середину августа 2026 года. От камерного криминального триллера до мифологического эпоса на экранах IMAX. Среди них возвращения, которые ждали годами, авторские эксперименты с неожиданным жанровым углом и несколько сюрпризов, о которых пока говорят тише, чем стоило бы. И начнем мы с самого тихого, с фильма, где все строится вокруг звука, который обычный человек даже не услышит. Среди летних премьер с бюджетами в сотни миллионов этот фильм легко не заметить. И это было бы серьезной ошибкой. Настройщик начинается с необычной детали. Его герой слышит мир иначе, чем все остальные. Ники Уайт – молодой настройщик пианино в Нью-Йорке. Его играет Лео Вудал. У Ники гиперакузия – повышенная чувствительность к звуку, из-за которой город вокруг звучит слишком громко, слишком подробно, слишком резко. Для большинства людей это было бы проклятием. Для Ники это профессия. Он настраивает инструменты в богатых домах, где каждый рояль стоит дороже его квартиры. Но однажды слух обнаруживает кое-что за пределами музыки. Ники способен скрывать сейфы, считывая щелчки механизма на слух. Именно здесь тихая жизнь настройщика начинает трещать. Криминальная группа видит в его таланте идеальный инструмент, и каждый следующий заказ делает выход дороже предыдущего. Ники зарабатывает, но каждый сейф сближает его с людьми, для которых он расходный материал. Ники хочет заработать, сохранить отношения с Рути, студенткой консерватории, которую играет Хавана Роуз Лю, и не увязнуть в мире, где его считают расходным материалом. Рядом есть Гарри Хоровиц, ментор которого играет Дастин Хоффман. Но даже его присутствие не гарантирует безопасного пути назад. Ники может потерять Рути, свободу, доверие ментора и контроль над жизнью, которая еще недавно измерялась тишиной мастерской и звуком правильно настроенной струны. За режиссерским креслом Дэниел Роер, лауреат Оскара за документальный «Навальный». Настройщик — его первый игровой проект, и документальное чувство нарастающего давления ощущается уже на уровне замысла. Тесные нью-йоркские квартиры, рояли в чужих гостиных, контраст городского шума и хрупкой тишины, которую герой пытается удержать. Фильм выходит через Black Bear Pictures, ограниченный прокат стартует 22 мая, широкий — 29-го. Это камерный триллер, который работает тише любого блокбастера из этого списка, но цепляет точностью. Для Ники каждый открытый сейф звучит как шаг в ловушку, из которой все труднее услышать выход. Стоит ли талант того, во что он превращает твою жизнь? В настройщике одно решение может сломать жизнь одного человека. Но бывают моменты, когда ценой ошибки становятся сотни тысяч жизней, и принять решение нужно за считанные часы. «Давление» переносит зрителя в Англию, июнь 1944 года, за 72 часа до запланированной высадки союзников в Нормандии. Войска собраны, корабли готовы, десантные баржи ждут сигнала. Единственное, что может остановить крупнейшую военную операцию в истории – прогноз погоды. В центре столкновения два человека с противоположными данными. Метеоролог Джеймс Тек, которого играет Эндрю Скотт, предупреждает: шторм сделает высадку катастрофой. Его коллега Ирвин Крик дает более оптимистичный прогноз и настаивает, что окно возможно. Между ними генерал Дуайт Эйзенхауэр в исполнении Брэндона Фрейзера. И этот человек должен произнести одно слово – запускать операцию или нет. Если вторжение начнется в шторм, солдаты погибнут на берегу. Если отложить, немцы узнают о плане, и элемент внезапности, ради которого работали месяцы, будет потерян навсегда. Эйзенхауэр может потерять десятки тысяч жизней, доверие союзников и единственный шанс открыть второй фронт. Давление нарастает в каждой сцене. Темные штабные комнаты, карты на столах, дождь за окном, телефонные звонки и тишина, в которой генерал должен решить.
Стек пытается донести правду о погоде до человека, который отвечает за жизни сотен тысяч солдат, а военное руководство давит на сроки. Каждый день задержки повышает риск утечки плана. Фильм основан на пьесе Дэвида Хейга, которая шла на Вест-Энде, и театральное происхождение усиливает ожидание камерного давления в замкнутом пространстве. Режиссер Энтони Марас. В касте также Дэмиан Льюис в роли Бернарда Монтгомери, и масштаб реальных исторических фигур придает истории ощущение документальной плотности. Релиз 29 мая через Focus Features. Давление занимает редкую позицию в летнем календаре. Военная драма, где судьба крупнейшей операции Второй мировой зависит от того, пойдет ли дождь. Прогноз погоды здесь стоит дороже танковой армии. И каждый час ожидания делает правильный ответ менее очевидным. В «Давлении» решения принимаются в штабной комнате, где на кону судьба армий. Здесь масштаб сжимается до одного дома, но давление внутри него нарастает до невыносимого, и выход из этого дома может оказаться еще опаснее, чем то, что происходит внутри. Зловещие мертвецы пекла начинаются с тишины. Уединенный загородный дом, закрытые двери, скрип полов, темные комнаты и звуки, которые сначала кажутся горем, а потом чем-то совершенно другим. Алиса потеряла мужа. Ее играет Суэйла Якуб. После похорон она приезжает к его семье в загородный дом, чтобы пережить горе рядом с людьми, которые тоже потеряли близкого. Она ищет покой, а не приключения, и первые часы в доме выглядят именно так. Тихие разговоры, общая тяжесть, попытка удержаться друг за друга. Дом далеко от города. Когда происходящее становится очевидным, бежать некуда. Одержимость приходит постепенно. Кто-то из родственников начинает вести себя странно, и поначалу это легко списать на траур, на усталость, на нервы, пока странность не перерастает в прямую физическую угрозу. Алиса оказывается в замкнутом пространстве, где каждая комната может стать последней, а семья, к которой она приехала за утешением, перестает быть собой. Она может потерять жизнь, рассудок и последние связи с человеком, которого больше нет. Шестой фильм франшизы, который остается эталоном физического хоррора, и за ним стоит деталь, которая поднимает ожидания. Сэм Рэйми лично выбрал режиссера. Себастьян Ваничек дебютировал фильмом «Зараженные», который попал в списки лучших хорроров года, и Рэйми увидел в нем человека, способного удержать физическое давление франшизы. Рэйми и Роб Тапперт продюсируют через Ghost House Pictures. Релиз 10 июля. Дистрибьютор в Штатах Warner Bros., международный Sony Pictures. Зловещие мертвецы всегда работали на контрасте между бытовой ситуацией и невыносимым ужасом. И здесь бытовая ситуация — горе. Именно через него зло находит дорогу внутрь. Траур превращается в маску, под которой невозможно вовремя заметить, что человек рядом уже перестал быть собой. Главный вопрос прост и жесток. Сколько человек останется в этом доме к утру? В «Зловещих мертвецах» ловушкой становится один дом, из которого некуда бежать. Здесь масштаб ловушки увеличивается. Целый пригородный район со всеми домами, газонами и заборами оказывается в месте, которого минуту назад не существовало. На краю Оук-стрит строится вокруг вопроса, после которого привычная фантастика перестает работать по знакомым правилам. Что, если космическое событие перенесет обычную американскую улицу в неизвестное место, и все за ее пределами станет чужой территорией? В центре семья Плетт. Денис, мать семейства, которую играет Энн Хэтэуэй, и Грег, отец, в исполнении Юэна Макгрегора, пытаются защитить детей и удержать семью как единое целое в условиях, которых не существовало минуту назад. Район перенесен целиком, но ресурсы конечны. Еда, вода, электричество – все, что казалось нормой, теперь имеет срок годности. Соседи реагируют по-разному. Кто-то объединяется, кто-то паникует, кто-то пытается захватить контроль. Опасность идет одновременно снаружи и изнутри, и семья может потерять безопасность, единство и понимание того, что вообще произошло. Денис и Грег пытаются удержать детей от страха и сохранить ощущение порядка в ситуации, где порядок уже невозможен. Знакомые дома выглядят прежними, а сразу за ними начинается нечто чужое, и контраст пригородной нормальности с неизвестной территорией рождает тревогу сильнее любого монстра на экране.
Режиссер Дэвид Роберт Митчелл, автор «Оно преследует», и его умение превращать обычное пространство в источник страха здесь получает масштаб, которого раньше не было. Фильм выходит как крупный студийный фантастический релиз для большого экрана, включая показы в IMAX, а продюсирует проект Джей Джей Абрамс через Bad Robot. Митчелл впервые работает с ресурсами такого уровня, и это рождает интригу. Что произойдет, когда режиссер, привыкший создавать ужас минимальными средствами, получит в распоряжение целый район и самый большой экран? Релиз 14 августа через Warner Bros. «На краю Оук-стрит» обещает то, что редко удается большой фантастике — поставить обычную семью в невозможную ситуацию и проверить, что окажется крепче — стены дома или связи между людьми, которые в нем живут. Улица осталась та же, все остальное — нет. В «На краю Оук-стрит» семья оказывается в мире, к которому не готова. Здесь ситуация зеркальная. Герой возвращается в мир, который забыл, и должен стать тем, кого ждали 15 лет. «Властелины вселенной». Фильм, который шел к экрану почти 2 десятилетия и, наконец, оказался в руках режиссера, способного превратить игрушечную франшизу в полноценное фэнтезийное путешествие. Принц Адам вырос на Земле, не зная о своем происхождении. Его играет Николас Голицын. Когда Меч Силы возвращает его на Этернию после 15 лет разлуки, Адам обнаруживает разрушенный мир. Скелетор, которого играет Джаред Лето, захватил власть и контролирует планету. Рядом Тиэла и Дункан, он же Man at Arms, которого играет Идрис Эльба. И с ними нужно заново строить доверие, потому что для них Адам чужак, вернувшийся слишком поздно. Меч дает силу, но не опыт, и разрыв между мощью Хи-Мэна и готовностью Адама делает каждый шаг рискованным. Адам приходит на Этернию чужаком, вынужденным за короткое время стать лидером, и может потерять планету, союзников и шанс стать героем, которого ждала разрушенная родина. Контраст между скучной земной жизнью и яркой разрушенной Этернией работает как физический переход из одного кино в другое, и Меч Силы становится якорем между двумя мирами. Режиссер Трэвис Найт, автор «Куба. Легенда о самурае» и «Бамблби» — двух фильмов, где техническая виртуозность работала на эмоциональную историю, и это усиливает ожидания. За ностальгией по игрушкам 80-х может оказаться настоящее героическое становление. Вторая экранизация франшизы после фильма 1987 года с Дольфом Лундгреном, и между ними пропасть в жанровых амбициях. Релиз 5 июня. Дистрибьютор Amazon MGM Studios в Штатах и Sony Pictures международно. За детской ностальгией здесь может оказаться полноценное фэнтезийное приключение, где каждая ступень к мечу стоит дороже предыдущей, а цена геройства измеряется готовностью принять мир, который ты не выбирал. Адам возвращается на планету, которую не помнит, чтобы стать человеком, которого еще не знает. На Этернии Адам обнаруживает силу, которой не знал, и учится принимать наследие, от которого зависит целый мир. Другую героиню ее сила не удивляет, она знает, на что способна. Удивляет причина, которая отправляет ее через галактику. Личная боль, от которой невозможно отвернуться. Супергерл начинается именно с этой точки. Героиня в космосе с яростью и конкретной целью. Кара Зор-Эл путешествует по галактике. Ее играет Милли Олкок, и с первых минут ясно, что эта героиня отличается от привычного образа. Кара не улыбается в камеру и не произносит вдохновляющих речей. Внутри нее злость, потеря и стремление добраться до тех, кто причинил ей боль. Нападение, которое запускает сюжет, лишает Кару чего-то важного и заставляет искать союзника в лице Рути, девушки, которая вообще не должна была оказаться в этой истории. Вместе они отправляются в путь, который выглядит как космическое приключение, но по сути оказывается проверкой, где заканчивается справедливость и начинается месть. Космическое пространство здесь превращается в цепь опасных зон, где каждая остановка несет новый риск. Кара не контролирует маршрут контролирует ее, и героиня может потерять союзницу, контроль над собой и границу между правым делом и слепой яростью. Олкок до этого фильма была известна как юная Рейнира в первом сезоне «Дома дракона». Переход из средневекового фэнтези в космическую супергеройку маркирует ее как актрису с резким жанровым диапазоном. Режиссер Крейг Гиллеспи, и его присутствие подсказывает, что проект рассчитан на характер и конфликт внутри героини, а
а не только на масштаб битв. Визуально фильм обещает космос как среду, темную, физически давящую, где свет звезд работает как единственный ориентир. Релиз назначен на 26 июня, и этот фильм открывает новую главу студии DC, где супергеройская история строится вокруг человека, а не вокруг логотипа. Если фильм удержит этот фокус, получится не просто запуск новой героини, а история о силе, которой сначала нужно пережить собственную злость. Кара летит через галактику одна, с яростью и личной целью. Но в другой вселенной через космос уже движется дуэт, который зрители знают и ждут. Охотник за головами в шлеме и маленькое существо, ради которого этот охотник готов воевать с целой империей. «Мандалорец» и «Грогу» — фильм, который возвращает «Звездные войны» в кинотеатры, и дата выхода — 22 мая, делает его одним из самых близких релизов этого списка. Режиссер Джон Фавро, и сюжет строится вокруг ситуации, знакомой по сериалу. Империя пала, но ее осколки продолжают контролировать части галактики. Имперские военачальники не просто скрываются, они перегруппировываются, и обломки старой власти опасны именно потому, что организованы и действуют из тени. Новая республика пытается навести порядок, но сама по себе она нестабильна. Молодое правительство еще не научилось управлять галактикой. Дин Джарин, мандалорец, которого играет Педро Паскаль, оказывается между двумя системами. Молодой республикой, которая просит помощь, и старой империей, которая не собирается умирать тихо. Рядом с ним Грогу, и их связь по-прежнему остается эмоциональным центром истории. Именно этот дуэт делает фильм не похожим на стандартный галактический боевик. Вся ставка проходит через двух персонажей, которых зритель уже считает своими. Переход из сериального формата в полнометражный — отдельная интрига. Сериал начинался как эксперимент на Disney+, проект, который не обещал стать главными «Звездными войнами» своего поколения. 3 сезона давали истории время на паузы, тихие эпизоды и медленное раскрытие мира. Фильм должен работать иначе, плотнее, быстрее, с более четкой миссией и более высоким давлением. Больше 6 лет без «Звездных войн» в кинотеатрах. Большой экран, звук космоса, ощущение события, которое невозможно воспроизвести дома. Главная проверка здесь не только для Дина и Грогу, но и для самих «Звездных войн». Может ли их самая тихая связь выдержать размер большого экрана? Галактика огромна, но зритель все равно идет за охотником, который разучился быть одиночкой, и за существом, которое молчит, но которому доверяешь больше всех. «Мандалорец» отправляет героев к звездам. Но что, если звезды придут сами, на Землю, в мир, который привык считать себя единственным? День разоблачения переворачивает привычную фантастику. Здесь космос оказывается рядом, только об этом пока знают немногие. Стивен Спилберг возвращается к теме, с которой когда-то начал разговор о первом контакте. И одного этого факта достаточно, чтобы проект оказался в списке самых ожидаемых. Режиссер, который снял «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянина», берется за историю, где прибытие пришельцев не стало мировой новостью. Оно было скрыто. Правительственные структуры десятилетиями держали факт контакта в тайне, и герои фильма оказываются ближе к этой правде, чем остальные. Их задача — понять, что именно скрывали и почему, прежде чем информация станет неконтролируемой. Момент раскрытия оборачивается хаосом. Общество не готово, медиа раздувают панику, а те, кто знал заранее, пытаются контролировать последствия. Конфликт здесь строится вокруг права решать, что человечество должно знать. Одни пытаются контролировать правду, другие требуют ее вслух. Спилберг вернулся к теме НЛО спустя почти 50 лет после «Близких контактов». Тогда он снимал историю о чуде. Сейчас, судя по тону, историю о последствиях. Это ощущение, что режиссер пересматривает собственную тему с высоты прожитой карьеры, усиливает интерес. Эмили Блант в центральной роли подсказывает, что фильм строится вокруг конкретного человека внутри глобального шока, а не просто вокруг спецэффектов. Оператором фильма указан Януш Каминский, давний соавтор Спилберга. Этот факт сам по себе усиливает ожидание визуального решения. В такой фантастике важны не только объекты в кадре, но и то, как свет, масштаб и пространство создают тревогу. Герои могут потерять безопасность, карьеру, доверие близких и контроль над ситуацией, которая больше любого из них. Релиз 12 июня, и день разоблачения занимает особую позицию в летнем календаре. Авторская фантастика с бюджетом блокбастера и темой, которая звучит актуальнее
сильнее с каждым годом. Что страшнее, узнать правду или понять, что ее прятали слишком долго? В дне разоблачения правду скрывали от всего мира. Но бывает и обратная ситуация. Правда о конкретном человеке стерта из памяти планеты, и он остается один в городе, который больше не знает его имени. Именно здесь начинается «Человек-паук. Новый день». Фильм, который перезапускает героя с точки, где от прежней жизни не осталось ничего, кроме костюма. Питер Паркер живет в Нью-Йорке. Мир забыл, кто он такой. Это последствия событий предыдущего фильма. И новая глава принимает эту ситуацию как данность. Том Холланд возвращается в роли, которая теперь работает иначе. Питер теперь одиночка, полностью погруженный в роль Человека-паука. Без связей, без поддержки, без имени. Единственное, что у него есть, это город, который он защищает, и тело, которое начинает вести себя непредсказуемо. Давление на психику и физику растет. Питер замечает изменения, которых раньше не было, не понимает их природу, и это добавляет к привычной супергеройской формуле страх. Угроза идет не только снаружи, но и изнутри. Каждая ночь одинокий патруль без гарантии, что кто-то придет на помощь. Питер может потерять контроль над собственным телом, способность оставаться героем и последние остатки связи с нормальной жизнью. Важная деталь. Холланд появляется в двух крупных летних релизах подряд. Сначала в «Одиссее» Нолана 17 июля в роли Телемаха, затем в «Человеке-пауке» 31 июля. Два разных актерских регистра за 2 недели, и это лето вполне может стать его главным сезоном. Режиссер Дестин Дэниел Креттон, и его присутствие подсказывает, что студия ищет баланс между масштабным экшеном и драмой конкретного человека. Нью-Йорк в фильме — город ночных крыш, пустых переулков и стеклянных небоскребов, отражающих одинокую фигуру в костюме. Это история о герое, у которого отняли самую человеческую часть — узнаваемую жизнь, и оставили только ответственность. Что происходит с героем, когда никто не помнит, за что его благодарить? Питер Паркер потерял имя и ищет способ существовать без прошлого. Но самая древняя версия этой истории была рассказана 1000 лет назад. О человеке, который потерял дорогу домой и должен пройти через хаос, чтобы вернуться к тем, кто его ждет. Кристофер Нолан берется за «Одиссею» Гомера. И одного этого предложения достаточно, чтобы понять масштаб ожиданий. Фильм снят полностью на камеры IMAX, и это значит, что визуальная амбиция здесь заложена на уровне технологии. Каждый кадр рассчитан на самый большой экран, какой возможен. В центре Одиссей, царь Итаки, который после 10 лет Троянской войны пытается вернуться к жене Пенелопе. Его сын Телемах вырос без отца, и цена возвращения складывается из самого пути и времени, которое уже не вернуть. Дорога превращается в цепь мифологических испытаний. Циклопы, сирены, великаны, боги, которые то помогают, то мешают, и море, которое не отпускает. Каждый остров, каждая остановка становится ловушкой, где проверяются воля, ум и способность остаться человеком. Одиссей может потерять команду, память о себе в глазах семьи и, главное, остаться тем, кем он был до войны. Нолан собрал каст, в котором Мэтт Дэймон играет Одиссея, Энн Хэтэуэй — Пенелопу, а Роберт Паттинсон появляется как Антиной, один из женихов, вторгающихся в дом героя во время его отсутствия. Эта актерская связка усиливает ощущение живого мифа, где семейная верность, власть и возвращение домой сталкиваются в одном доме. Релиз назначен на 17 июля, и среди всех летних премьер именно «Одиссея» выглядит тем проектом, где ожидание держится на столкновении древнего мифа с режиссерской машиной Нолана. Нолан никогда раньше не обращался к мифологическому материалу, и сама идея перенести гомеровский текст на экран через режиссера, привыкшего работать со временем, пространством и физикой восприятия, рождает вопросы, ответы на которые может дать только сам фильм. Это история, где ставка проста и вечна. Путь домой. Но каждый, кто читал Гомера, знает, что простота этой цели обманчива. После всех летних премьер финальная ставка оказывается самой древней – добраться домой и не потерять себя. В этом списке для меня важны не 10 дат в календаре, а 10 разных обещаний. Масштаба, давления, визуальной дерзости и зрительского любопытства.
Лето 2026 года выглядит как плотный коридор, где каждый релиз отвечает на свой зрительский запрос. Кому-то нужна фантастика, которая ставит вопрос о первом контакте, кому-то хоррор, который запирает в доме без выхода, кому-то фэнтезийное приключение с мечом и перемещением между мирами, историческая драма, где все решает прогноз погоды, или космическое путешествие, в котором ставка держится на двух фигурах — в шлеме и без слов. Настройщик открывает этот список как самый тихий релиз сезона. Камерный триллер, построенный на звуке, где напряжение растет из деталей. «День разоблачения» возвращает Спилберга к теме, которая не отпускала его полвека. И одного имени достаточно, чтобы следить за каждой новостью до премьеры. «Одиссея» закрывает список тем, с чего все начиналось тысячи лет назад. Истории о пути домой, снятой на камеры IMAX режиссером, который впервые обращается к мифу. Но ожидание — это тоже часть киноопыта. До премьеры зритель выбирает обещание вечера, который может запомниться. И в этом списке хватает обещаний на каждый вкус. От тесной нью-йоркской квартиры, где герой слышит слишком много, до древнего моря, которое не отпускает. Лето покажет, какие из них сбудутся, а какие станут поводом для отдельного разговора. Какой релиз из этих 10 вы ждете сильнее всего? Большой кинотеатральный блокбастер или камерный фильм, который работает тише остальных? Напишите в комментариях, и если выпуск оказался полезным, подписка и колокольчик помогут не пропустить следующий.